На винге я обычно катался с крылом 1490, но сегодня решил взять поменьше, 1330. Доска у меня сегодня тоже новая, объемом 36 литров, винг площадью 4 квадрата. Все из коллекции Кабрина 2020. С вами Дмитрий Евсеев, мы на Маврике, и я продолжаю делиться своим вингфойловым опытом. Старт, как обычно, с колен. Даже когда дует сильно, я все равно не стартую стоя, боюсь зацепить дно подводным крылом. Итак, завожу кайт над головой, передней рукой держать ближнюю ручку. Задней рукой перебираю ручки, пока не доберусь до самой дальней. По итогу мне удобнее держать винг максимально широким хватом, независимо от силы ветра. Буквально за пару качков доска отлипает от воды, показатель действительно хорошего ветра. И правда, с мыса до Манавы впервые в жизни удается дойти с первого же галса. Делаю разворот и приближаюсь к волне. Отмечаю для себя, что на этом крыле мне удобнее стоять в более узкой стойке. Всегда считаю для себя полезным немного попампить в начале, чтобы привыкнуть к новому гидрофойлу. Это помогает мне лучше прочувствовать динамику подводного крыла, его отзывчивость и маневренность. Ну и приближаясь к волне с помощью пампинга, можно более точно выбрать точку входа. Оказавшись на плече волны, чувствую, как крыло начинает скользить за счет гравитации. Это и есть серфинг. Поехали. Сразу же замечаю, насколько это крыло проще поворачивать на волне. Будто до этого я катался на 9-футовом лонгборде, а теперь у меня мини-малибу. Хотя разница в площади, казалось бы, невелика, всего 160 квадратных сантиметров. 1330 против 1490. С непривычки забираюсь слишком глубоко, где меня закрывает. Пока в пене чувствую себя не совсем уверенно. Чаще всего это заканчивается замывом. Здесь я тоже падаю. В эти моменты главное держаться подальше от доски. Одной рукой держу винг, другой защищаю себя от гидрофойла. Может показаться, что лишь на доске в такие моменты может быть опасен. Но поверьте моему опыту, если его не будет, то догнать доску после падения будет ой как непросто. Гидрофойл резво уходит вниз по ветру, особенно в сильный ветер, как сегодня. Потому что толстый борт доски работает словно парус. Очень понравилось, как это подводное крыло держит стеночку. Если на 1490 крыле было страшно приблизиться к карману волны, то на 1330 этого страха уже нет. С помощью небольших поворотиков удается контролировать скорость собственного передвижения относительно скорости закрывания волны. Все точно так же, как и на серфборде. Чтобы набрать хода, направляем нос доски к подошве волны, а чтобы притормозить – к гребню. Если чувствуем, что не хватает – пампим. Для меня лично первооснова катания по волнам – это повороты. И когда стеночка позволяет делать их более амплитудными, это просто праздник какой-то. С гидрофойлом область скольжения сильно увеличивается, и можно кататься даже в той части волны, которая даже не обрушивается. Отъехав в сторону на край плеча, делаем разворот и катбэком возвращаем доску назад ближе к карману. С 1330 крылом этот маневр сделать заметно проще, чем с 1490. После очередного катбэка немного борщу и ухожу излишне внутрь. Пампом пытаюсь вернуться назад в карман, но не успеваю. Стенка закрывается. Пена касается края моего винга. Из-за этого его переворачивает вверх ногами. Не сдаюсь и в таком положении продолжаю пампить, пока не выскакиваю из обрушения. Здесь тот же край уже целенаправленно цепляю за воду, чтобы выкрутить винг обратно. Теперь его спокойно можно взять за ручки, чтобы наполнить ветром. Испытываю щенячий восторг, что удалось продолжить линию своего движения. Класс. Просто класс, ребята. 1200, я пищу. В общем, я на 7-м небе от сегодняшней сессии, которая длилась без малого 1,5 часа. Кстати, на частый вопрос, нужна ли трапеция и устают ли руки при занятиях вингфойлингом, всегда однозначно отвечаю: нет, не нужна, нет, не устают. Если же у вас что-то чрезмерно устает, значит либо условия и оборудование неподходящие, либо что-то вы делаете не так. Приезжайте к нам в Pride Club, где мы с удовольствием поделимся нашими знаниями и научим вас вингфойлингу. А пока просто насладитесь этим одним из лучших моих проездов на Манаве за эту сессию. Спасибо за внимание. Занимайтесь вингфойлингом в удовольствие.